Всем привет! Перед тем, как поделиться новым рецептом, немного его предыстории. Последнее видео на моем канале было 23 февраля, а на следующий день началась война. Уже больше месяца у меня нет связи с моими родителями, которые находятся в городе Мариуполе, а все потому, что российская армия окружила город и за несколько дней устроила гуманитарную катастрофу. Город остался без электричества, тепла, газа, воды, связи. Также были уничтожены все основные складские запасы продовольствия. А это Мариуполь до 24 февраля. Невероятно красивый, вдохновляющий, процветающий европейский город на берегу Азовского моря. А так выглядит Мариуполь сегодня. Российской авиацией разрушены жилые кварталы, церкви, школы, больницы. А это драмтеатр, сердце Мариуполя. 16 марта российский самолет сбросил на него авиационную бомбу. В момент трагедии там находились более 1000 человек. В последний раз мои родители выходили на связь 2 марта, когда еще работали поодинокие магазины. Часть из них уже была разрушена. Мой отец простоял в очереди за хлебом около 2 часов. Сказал: «Будем сушить сухари». Целый затяжной месяц у меня не было настроения и желания что-либо готовить и снимать видео. Но эта фраза постоянно крутилась у меня в голове: «Будем сушить сухари». Именно это побудило меня взяться за дело и поделиться с вами этим рецептом. Теперь я понимаю, почему надо заготавливать сухари заранее, как делали наши бабушки. Я помню с детства. У бабушки всегда были сухари в тканевом белом мешочке. Но никогда не представляла, что моим родителям и моему поколению придется вновь встретиться с этим ужасом войны лицом к лицу. Для приготовления таких вкусных сухариков понадобится белый хлеб. Необходимо отрезать все корочки и оставить только мякиш. Форма у сухариков может быть любая, но я делаю треугольники. Сначала разрезаю на прямоугольники хлеб, потом на квадраты и квадраты уже на треугольники. Каждый кусочек необходимо смазать сливочным маслом растопленным и обвалять в сахаре. После этого выкладываю все кусочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, либо же просто тефлоновый коврик, и ставлю в духовку на 200 градусов, в среднем где-то на 8 минут. Потом достаю и переворачиваю на другую сторону, и снова где-то на 7-8 минут в духовку. Когда сухари зарумянятся, дайте им остыть, потом сложите в герметичный контейнер или бумажный пакет и храните при комнатной температуре. Получается просто и очень вкусно.